Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог на канале Таро Инспиратьона. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Главное событие вашего июня. К чему приготовиться вам прямо сейчас. И мы рассмотрим наш расклад как на одну ключевую позицию, которая, возможно, станет для вас поворотным моментом до конца месяца. Итак, давайте узнаем, что приготовила вам судьба, ну и к чему приготовиться вам. И на картах пасьянса, что создает интригу главному событию или к чему складываются обстоятельства, ведут вас для того, чтобы вы что-то для себя очень важное осуществили. Итак, смотрим, с чем связано, ну или с кем. Такое тоже не исключаю. Пока не вижу совпадений. Идем дальше. Карты нам говорят о спокойном течении жизни. Свеча. Я должна сказать, очень символично, потому что у нас и начинается июнь в добрых энергиях, а более того, с 9 по 13 встреча двух планет счастья малого, Венера, и большого, Юпитер. Когда вот с 9 по 13 это как время для осуществления либо своей мечты, или просто это может быть как в виде какого-то известия, или как доброе, благодатное время, благодатная почва для себя сделать что-то очень хорошее. В середине месяца у нас новолуние 15 числа в Близнецах, а Близнецы – это коммуникация, поэтому будьте готовы к тому, что мы можем получить какую-то информацию, такую вот прям сногсшибательную, хочется сказать. Ну, я, конечно, утрирую, но будьте к этому готовы. Это и в средствах массовой информации, или информация от конкретного человека, то есть это может быть что-то неожиданное. Поэтому импульсивно еще к этому не стоит относиться, поскольку у нас в конце месяца Меркурий, главная планета-управитель Близнецов, и мы говорим, Меркурий – это коммуникация, опять же, вполне вероятно, это будет связано с тем, что что-то будет пересмотрено. Меркурий уходит в ретро-движение, и поэтому ту новость, которую, возможно, вы услышите в середине месяца, уже в процессе июля она может так несколько видоизмениться, но у вас спокойное течение жизни, мои дорогие козероги. Может быть, кто-то пройдет без этих перипетий, но мы все разные, поэтому должна предупредить. И карта подкова. Подкова – это у нас как семейное счастье в пасьянсе, так прописано. Но не забываем, что у нас с вами год лошади, буквально. И стало быть, это символ удачи всегда был. И, может быть, какие-то важные согласования. Вот смотрите. Важные согласования имеется в виду какие-то конторы, учреждения, возможно, и по работе, или дела какие-то рабочие вы будете тут тоже так решать, что для вас складывается какая-то ситуация достаточно или полезна, или каким-то образом, ну, дела идут в гору. Это точно. У кого-то дома любовь, мои дорогие, Роза, именно об этом говорит. Ну, хочется сказать, тут действительно добрая энергия, как создают хорошую ауру, атмосферу всего июня. Может быть, и способствуют договоренностям важным или к тому, что вам придется какой-то диалог даже по части личной жизни проводить, и при этом, ну, рассматривать разные варианты. Я такого не исключаю. Как будто карта сразу дает или значение свеча. Ну, мы, прямо скажем, в бутылку мы не лезем, потому как не нарушаем вот эту самую или ауру добра, или как сложившихся каких-то обстоятельств. Не создаем тут турбуленции искусственно, но и, может быть, не идем на какую-то конфронтацию. Вот это точно. Что у вас еще совпало, я смотрю. Не вижу больше совпадений. Давайте мы с вами пойдем дальше и рассмотрим главное событие. Что это будет для вас, мои дорогие козероги, до конца июня? Как ключевое событие, ключевая ситуация. С чем это может быть связано или с кем? Вы, прям скажем, какой-то либо итог подводите, либо какое-то дело доводите до ума, до цели. Да, иногда это много работы. Но вы выносливые, вы очень сильные люди, мои дорогие козероги. Карта всегда говорит усталость. Да, устал козерог, это и есть такое. Ну и карта говорит, у тебя как будто хватит сил эмоциональных и физических.
до ума таки довести что-то. Поэтому, может быть, тут неважно, какие эмоции, мы как будто по этой карте, ну, знаете, сцепив зубы, хочется сказать. Но я надеюсь, все правильно понимают мой сленг. Мы понимаем, что, ну, есть в этом целесообразность. Вот нравится мне, не нравится, ну, надо довести это дело до конца. Иначе это будет как какой-то незакрытый гештальт 150 раз еще раз повторяться в моей жизни. Что это такое за главное событие? Выход из какой-то зависимой ситуации. 15-й старший аркан. Дьявол. Это может касаться личной жизни. У кого-то это может касаться денег напрямую. Это карта материализма. Кстати, когда 15-й аркан выпадает в моих раскладах, а у вас, мои дорогие, например, вы заработали сумму денег, но по каким-то причинам они застряли вот в сочетании, такое может быть, не получен платеж или какой-то платеж не проходил, с вами не рассчитались, но это ваши деньги. Мы в данном случае с 15-м арканом не говорим о какой-то лотерее. Помните, на период Плутона Водолея, это до 40-х годов, легкие деньги опасны. Мы как поставим все на кон и можем проиграть. Поэтому нет, тут лучше не шутить. Это факт. Но если мы сами заработали, так вот 15-й старший аркан – это крупное иногда получение денег. Но опять же, я с этого начала, это то, что вами заработано. Это тогда может даже свидетельствовать о том, что какой-то прорыв, да, может быть, по финансам. Для тех, кто работает, может быть, даже сам на себя, да, как выход из какой-то зависимости. Или когда, ну, есть возможность, как вот так поднажать в конце, да, как спортивный принцип, и, может быть, закрыть какой-то долг. Из, может быть, зависимых отношений вы тоже будете выходить. Ведь по этой карте могут быть еще и, ну, зависимые отношения тут по-разному, да. У кого-то это через любовь, через чувство, страстная любовь. Но для кого-то это обязательство, опять же, да. Какой-то документ вы подписали, и теперь подпись поставили когда-то прежде, и, может быть, и не думали, что вот оно так обернется. А вот теперь вы вынуждены как какую-то лямку тянуть. Ну вот я с учетом десятки жезлов такое допускаю. И что это будет? Но все-таки, конечно, нам карта больше говорит про любовь, про страстную любовь, про договоренности, может быть, преодоление каких-то заминок, препонов, барьеров, до чего угодно. Договариваться придется. Контакты с кем-то проводить придется. И, кстати, по 15-му аркану тут ведь есть такой момент, да? Страстное желание. Оно наше, может быть, желание одно, у человека другое, а тоже совместить наше и противоположное. Это как, знаете, единство и борьба противоположностей. Что-то подобное может проиграться, как и по работе, и тогда дипломатия вам помогает. Вам тут не только дипломатия помогает на короткий период, а посмотрите, главное событие, как пути дорожки открываются. Аркан Звезда – это всегда исполнение нашего желания, в первую очередь. Но это не то желание, которое, оно само по себе исполняется, увы. Это карта выбора правильного направления, причем лет на 10. Ну, долгий период, это точно. У кого-то это совпадет конкретно с дорогой, может быть, перемещением, путешествием, переездом, старший аркан. Когда вот вы хотите оказаться в нужном месте. Или вы задумались, может быть, и давно и к этому шли, а раньше как будто не было возможностей, или вас что-то ограничивало, удерживало, или были объективные причины по ситуации, когда вы чего-то сделать не могли. Здесь пространство вам даст какой-то вариант. Но будьте готовы к тому, что это будет какой-то альтернативный метод. По этой карте это могут быть и отношения у кого-то на расстоянии. А для кого-то из вас может быть и получение документов, сбор документов, планировка, да, какого-то путешествия или поездки, или даже переезда, когда придется еще какое-то время подождать, может быть, в течение июня, может быть, до конца июня, пока иногда по семерке пентаклей идет как, ну, регламент, да, и вот если прописано, что вот нужно подождать бумагу, допустим, неделю, две, ну, мы этот процесс не можем ускорить, но это у нас как денежное дерево растет, и молодой человек ухаживает за корешками именно, да. Вот вам за каким-то проектом тоже придется ухаживать. Вы знаете, мои дорогие козероги, а ведь тут может у кого-то, по крайней мере, это ведь карта трансформации, карта башня, когда
именно в обстоятельствах вокруг вас что-то меняется. И иногда я говорю по этой карте успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. И ведь и правда, тут вам, или как будет у вас какой-то вариант, или у вас будет, может быть, контакт с человеком, или вам предложено, или вы, может быть, и новость услышите, вот как я говорила, да, середина месяца, и чуть-чуть, может быть, и дальше, где-то ближе к концу июня. Но вы можете себя поблагодарить, что вы от чего-то вот именно в июне не отказались или не начали продавливать какую-то свою историю, метод, представление, назовите это как угодно, а воспользовались вот именно гибкостью и мудростью, потому что мы что-то не можем отменить. И вот на вас оказывают влияние внешние события. Внешнее это может быть как и информация в средствах массовой информации, не исключаю. Но это может быть еще и решение людей или перемены в жизни определенных персон, но это каким-то образом оказывает влияние на вас. Что это будет? Давайте поподробнее. Что за главное событие? Ну, для вас это как шанс. Как будто первый шанс, да? Обратите внимание. Здесь у нас изображен туз пентаклей, как зернышко. Еще пока такие маленькие росточки и тоненькие корешки. Ухаживать, правда, вот зачем-то придется. Ухаживать, как проявлять заботу или что-то продолжать. Потому что это как начало-начало. И может быть какая-то прежняя история, но совершенно в новом ключе. Что это за ключевое событие? Будьте готовы, более того, если это карта трансформации, то я часто восьмерку жезлов называю доброй трансформацией. Это, знаете, это как момент X. Как вот 8 жезлов, да, или 8 дорог, а может быть и 1000, сходятся в одной точке. Значит, в июне будет такой момент, как переломный. Пусть это будет, опять же, какое-то свидетельство, предложение. Тут у каждого именно поворотный момент свой, и он неожиданный. Но это ведет к трансформации, доброй трансформации. О чем говорит? Возможно, вам придется быстро что-то переделать. Или изменить ваши планы. Вот, пожалуй, это самое главное. Допустим, вы распланировали. Козерог уже поставил себе какой-то тезис-план. Вот в это время я занимаюсь одним, или, предположим, сегодня. И вдруг вы получаете какое-то известие, понимаете, нет. Вот мой план, мой график, это вот так немножко отодвигаю в сторону. Это на потом. Но то, что я узнал или узнала, или получила, или какой-то разговор состоялся, тут у каждого будет по-своему. Мне нужно к этому приступить прямо сейчас, не теряя времени. А что это такое? С чем это связано? У кого-то это будет документы. Посмотрите, король мечей. Это иногда, конечно, это как эксперт может проходить. Для кого-то это будет буквально юрист, адвокат, чиновник, да, или какая-то тема, которая интересует вас, и вы понимаете, мне нужно поточнее разузнать какое-то дело. Мне нужно точно узнать, как работает закон, перед тем, как я на что-то соглашусь или что-то подпишу, или буду в принципе рассматривать какой-то вариант. Я не исключаю, что у кого-то и дома могут быть такие поворотные моменты. Иногда узкие специалисты проходят, когда мы вынуждены, ну, что-то ремонтировать банально даже. Я это тоже не исключаю. У вас здесь семейное счастье. Иногда по этой карте проходят люди в погонах и высокие чиновники. То есть это те люди, которые работают по приказу. А по приказу это может быть кто угодно. Ну вот если даже мы говорим чиновник, а может быть иногда и врачи. То есть определенные рамки, и человек от и до, да, ни больше, ни меньше. Вот в рамках своих полномочий может вам, ну, как давать совет, такой официальный, или может вам доносить какую-то информацию, но я не исключаю, что для кого-то из вас это может быть непосредственно контакт с человеком, который рожден под знаком зодиака, стихия воздуха, близнецы, весы, водолей. И это, конечно, карта рационализма и интеллекта. Так что это будет? Посмотрите, для кого-то из вас очень серьезный момент. По этой карте мы сдаем экзамен. По этой карте мы обучаемся и сдаем экзамен. Поэтому у кого-то изучение новых ресурсов совпадет. У кого-то буквально сдать экзамен, чтобы получить сертификат. По этой карте работа в команде или, если мы говорим экзамен, это может быть и жизненный экзамен. Но поскольку пентакли, мне хочется сказать, это как новый этап финансовой грамотности.
Какая-то история будет у вас с учетом туза пентаклей касаться именно денег. Может быть и вопрос денежный, который вам придется решать. Будьте к этому готовы. Что это? Давайте проясним. Точно, ваша карта. И не важно, что у нас король, не будем по полу рассматривать карту, мои дорогие девочки. Значит, вы тоже более в таких мужских энергиях. И вот когда в моих раскладах 2 короля и больше выпадает, так и знай. Не обойтись либо без чиновников, либо на работе больше контактов с руководителем или там, ну, какими-то организаторами, людьми, которые стоят по лестнице иерархии несколько выше, чем вы. Что это будет для вас? Для вас это какие энергии? Хочется спросить. К счастью, радости, к новому качеству жизни. Но, может быть, посмотрите, ведь 10 чаш – это именно чаша, эмоция. Это что-то доброе, радостное, счастливое. Вот вы настойчивые люди, вы сильные люди. И я хочу сказать, мои дорогие козероги, верьте в себя. Даже если вам придется идти на какой-то компромисс, вы точно себе скажете спасибо. Я где-то об этом говорила. И даже если вот вам потребуются такие холодные энергии, да, и, ну как интеллект, да, или, может быть, пройти по ситуации, не загадывая, а понимая, что да тут, елки-палки, каждый день что-нибудь меняется. Увы, вот у нас такая реальность с вами. А ведь потом наступит именно тот момент, когда вы себе скажете спасибо. Вот эти эмоции, они никуда не уйдут от вас. Все стремится в вашей жизни к счастью, а у кого-то напрямую. То, что касается вопросов личной жизни или вопросы работы на дому. К чему еще приготовиться? Давайте узнаем. К чему приготовиться вам в связи с этим главным поворотным событием. Король жезлов. Ну вот смотрите, у нас и третий король. А вы знаете, много либо каких-то контактов, согласований, причем таких дельных более обсуждений, или посещение каких-то инстанций, либо это будет связано с новостью, которую вы получите, но я точно так же не исключаю, что это будет связано и с любовной историей. У кого-то будет связано с детьми. Но у вас выпадает, посмотрите, карта императрица, и это может быть правда, как это по Венере вообще, прообраз Венеры. И поэтому и личная жизнь, тут все важно. Ваше творчество, работа. Это вот нужно сразу несколько сфер сложить в единый узор. Какой-то пазл у вас должен сойтись, безусловно. По этой карте, тем не менее, есть значение, что мы надеемся на себя. Поэтому императрица себя бережет. И даже проводя какие-то согласования, говоря кому-то «да» или «нет», здесь придется постоянно что-то вам анализировать, продумывать, может быть, находить какую-то информацию. И я не исключаю, что для кого-то это будет связано со страстной любовью. Не исключаю, мои дорогие. К чему вам приготовиться? Но вот эти сомнения, они у вас будут. Карта искаженного восприятия вот нам говорит, будь реалистом. Не отталкивайся от прежнего видения или прежней аналитики ситуации. Меняется как само событие или приходит новость, и тебе будет тоже, козерог, важно не оценивать, как ты это делал прежде. Вот это знаменует выход из лабиринта, я часто говорю. Вот это какой-то путь очень сложный, может быть путь наверх. Здесь может пространство даже путем метаморфоз, трансформации, как убыстрять время, мои дорогие. Будьте к этому готовы. Так к чему приготовиться вам? Вот смотрите, здесь я не могу сказать, что прямо с места в карьер по этой карте мы бежим. У нас иногда карта, это карта наблюдения, вот в этой колоде девушка смотрит в окно. То есть она, по сути дела, наблюдает. Да, она бездействует, но по двойке жезлов мы именно планы строим. Но если мы видим или слышим, или если мы понимаем, что вот нам сейчас именно нужно приступить к какому-то вопросу, тогда действуйте, мои дорогие, потому что здесь будет одновременно как пересекаться и себя сохранить, не дать себе или втянуться в какой-то по 15-му аркану вопрос, который
только строится на эмоциях, а именно разузнать что-то более рационально. Мы ведь на эмоциях можем и подписать не то, что нужно, или мы можем согласиться на какой-то первый попавшийся вариант. Вот карты нам говорят, к чему приготовиться. У тебя должен быть какой-то все время маневр. Маневр, возможность отступить полшага назад, потому что императрица. Если надеешься сам на себя, так сам себя и бережешь. Мои дорогие девочки, тут ваш адрес, правда, могут кто-то, противоположный пол, проявлять знаки внимания. Но, наверное, либо вы не верите, либо все-таки карта говорит, а ты продумай. Будьте готовы к неожиданностям, и вам потребуется совершенно разная энергия. И, возможно, будет та энергия, когда и придется что-то подождать, да, вот как этот регламент. Но будут до конца июня и те события, когда вас могут удивить люди. Вы можете узнать это точно, какую-то тайну, или перед вами могут раскрыться новые обстоятельства дела, и вам придется пройти по ситуации. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, берегите себя, а я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.